Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну и смотрите, с чего бы, собственно говоря, хотелось бы начать. Давайте посмотрим, во-первых, в итоге, куда мы по доллару пришли. Пришли мы опять на 75. Я вам говорил, что здесь, скорее всего, какой-то пока рисуется максимум. Но ситуация, на самом деле, господа, может довольно быстро поменяться. И сейчас я объясню, почему. Так, сейчас, почему-то протокол уехал. Значит, смотрите. Ситуация в том, что если мы посмотрим внимательно, смотрите, на Форексе, да, 74,90, то есть тоже в районе 75 стремится, да. Если мы посмотрим на евро, оно тоже около 80, тоже близко к 81, да. По юаню тоже около практически 11 тоже сохраняется практически позиция. Небольшие абсолютно откаты. То есть я говорил, что там где-то 10,80 может быть, но держим выше, то есть в районе 11. И почему, господа, это происходит? Смотрите, на самом деле мы все прекрасно помним, на чем сегодня вообще был сосредоточен весь мир. Не только мы, Россия, ну и вообще все, собственно говоря, да, на обращении Путина к Федеральному собранию. Я говорил, что там на самом деле может быть ситуация, которая достаточно может преподнести какие-то сюрпризы, да. Я вам приводил пример, как, например, с точки зрения экономического воздействия, может быть, например, какой-нибудь, если там будет официально признан, там, допустим, статус войны, там еще что-то, да. Вот, ничего этого не произошло, и это фактически послужило на самом деле неплохой поддержки рублю. Мы также слышали там много выступления по поводу экономики, в том, что экономика восстанавливается, в том, что многие сектора получат поддержку, что, как говорится, в перспективе и, скажем так, в приоритете жители России там, и так далее. То есть все это, естественно, рынок слушал, все это воспринимал, и, в принципе, это оказывало определенную поддержку рублю. Но обратите внимание, сильного укрепления по рублю в итоге не произошло. На самом деле обращение Путина, я считаю, в принципе, практически было полунейтральным, да, то есть была довольно спокойная риторика, не было никаких угроз, там, красных линий или еще что-то, но прозвучали достаточно серьезные моменты, во-первых, о выходе договора СНВ, это имеет большое значение, геополитическое, да, на это, кстати, реакция тоже пошла. Также потом последующее выступление Байдена, безусловно, тоже было с этим связано. Вот. И плюс, естественно, это уже, скажем так, определенные звоночки риска, некой эскалации, например, там риска столкновения Третьей мировой там, и так далее, да, который рынок тоже начинает уже закладывать. Не просто так это все дело игнорируется. И все это, в принципе, да, плюс, смотрите, впереди у нас пакет санкций, да, который еще до сих пор не оглашен непосредственно Евросоюзом, да, фактически поддержка рублю, да, она пропала. Все. То есть вот Путин как бы выступил, определенную реакцию создал. Там на российском рынке были очень много позитивных моментов, акции начали расти, потому что особенно такие, как, например, Сбербанк, там, да, когда услышали, что и дивидендную политику восстанавливают, дивиденды будут восстановлены и так далее. И это все, безусловно, оказывало поддержку. По поводу нефти, смотрите, да, мы же помним прекрасно, что с нефтью у нас картина, естественно, не меняется, нефть у нас, как говорится, в центре внимания. И смотрите, какая ситуация. Нефть у нас, в принципе, в коротком диапазоне, вот когда как раз начал вещать Путин, был небольшой подъем, в район 83-80, да, практически до 84 дошли, и потом пошло снижение, в принципе, с 3 часов практически начали падать. По индексу доллара, его сегодня вообще мотало, кидало во все стороны. В районе 3 часов, вернее, в районе 12 часов, смотрите, когда нефть пошла вверх, когда Путин начал выступать, индекс доллара сразу пошел вверх. Как только постепенно, скажем так, ситуация стала меняться, нефть начала падать, мы видели, да, индекс доллара тоже начал снижаться, но опять же, сохраняя свои наимаксимальные практически значения, да. То есть 104 мы постепенно в итоге закрепляем, как я и говорил, да. Если мы посмотрим, например, на облигации, да, вот они, все признаки того, что продолжение роста ставок, оно никуда не делось. Смотрите, двухлетки растут, 4,72, десятилетки 3,94. Ну, понятное дело, что на этом всем будет доллар укрепляться. И еще раз говорю, фактически поддержка рублю закончилась. То есть Путин выступил больше с точки зрения рубля,
никаких факторов, вот там будет индекс цен производителей, мы с вами говорили об этом, да, по поводу фактически, можно сказать, инфляционных ожиданий, они как бы не окажут какого-то сильного влияния, а вот ситуация непосредственно, которая могла бы оказать влияние, она уже закончилась. Все. Обращение Путина прошло. По факту, еще раз говорю, риторика была нейтральная. Каких-то угроз не было. С другой стороны, смотрите, если бы, например, была бы объявлена, например, там, военная ситуация, да, ну просто там, например, статус официальной войны предстояли, да, то тогда бы, конечно, рубль мог резко уехать вниз. Резко. То есть, соответственно, доллар улетел бы вообще на порядок выше. И спекулянты, я думаю, вполне этот момент тоже учитывали. А в целом ситуация с тем, что, естественно, ставки будут продолжать расти, естественно, они сейчас, вот мы, собственно говоря, и видим в той картине, которая показывает, что мы на максимумах стоим, на максимумах. То есть завтра у нас выходит протокол ФРС, естественно, это будет самое основное, что, в принципе, все ждут, индекс цен производителей для России, да, но это уже, как бы, скажем так, больше для нас, как я уже говорил, с точки зрения неких сигналов, не более того, да, а конкретно какого-то воздействия это, естественно, не окажет. Но вот протоколы ФРС они окажут, и, в принципе, все ждут, и вот по той ситуации, которую мы видим по тем же облигациям, они говорят о том, что, конечно же, скорее всего, ФРС будет ужесточать свою политику. Смотрите, что у нас произошло еще сегодня. У нас сегодня прошли данные. Ну, во-первых, были отчеты по Walmart и Home Depot. Но они, по-моему, выйдут позже, наверное, после закрытия, скорее всего. Я, честно говоря, не видел последних в сводках. Нигде я не увидел, как они читали. Скорее всего, они будут отчитываться в конце дня. Да? Кстати, обратите внимание, к этой ситуации, конечно, мы не можем проигнорировать и не посмотреть ситуацию с английским, с американским рынком, простите, где у нас тут сейчас покажу. Так, сейчас, секундочку. Нет, не здесь. А где у нас? Вот он, смотрите. S&P 500 пробил в итоге 4.20, что опять же говорит о том, что вероятность повышения ставок растет. И, в принципе, смотрите, вытеснили даже из 4000 почти. Вот 4006 сейчас был, да? А до этого мы уходили ниже, на 3980 почти. Вот в эту зону уже устремлялись. Поэтому, на самом деле, на американском рынке тоже все признаки того, что ставки будут расти. Индекс доллара, как мы видим, он все равно находится на максимальных значениях. И смотрите, фактор фактически, скажем так, отчетов, он постепенно сходит на нет. Кстати, обратите внимание, сейчас я вам покажу в канале, я сегодня кидал достаточно интересную тоже информацию по этому вопросу. Сейчас я вам покажу один момент. Ну, во-первых, вот смотрите, комментарий президента ФРБ Кливленд Лауретта Местер ястребиный, президент ФРБ Сент-Луиса Джим Буллард ястребиный, президент ФБА Атлант Рафаэль Бостик ястребиный. Это о том, как выступали ФРСники. То есть все фактически говорили о том, что ставку будут поднимать. Да? Теперь смотрите еще один момент. Тем не менее, котировки Brent остаются на повышенных уровнях с учетом восстановления спроса в Китае и продолжающегося роста потребления в Индии. Эти факторы компенсируют слабость европейского и американского рынка топлива. Некоторые аналитики считают, что цены на нефть могут вырасти в ближайшие недели из-за дефицита предложения и восстановления спроса, несмотря на повышение процентных ставок США. Это вот то, о чем я вам говорил, что, скорее всего, все равно ситуация с ценами на нефть, она будет однозначно смотреться только вверх. То есть динамика на восхождение по нефти остается. Вот смотрите, кстати, господа, тоже вот момент. Я прям тут написал, вот описание механизма рецессии против роста цен на нефть. Вот смотрите. В понедельник днем цены на нефть росли на фоне оптимизма в отношении спроса со стороны Китая. Помните, я вам сказал, что Китай заявил о том, что у него будет практически максимальный спрос на нефть. И, соответственно, это, естественно, подтолкнет их вверх. Однако, этот фактор опять был нивелирован темой торможения роста мировой экономики на фоне растущих ставок. То есть, рецессии. Вот это, собственно, то, о чем я вам неоднократно говорил. То, что нефть будет падать только самостоятельно в условиях, если будет создана непосредственно рецессия.
И вот мы видим, что на американском рынке начинают появляться уже риски этой рецессии. Отчеты, еще раз говорю, начинают заканчиваться, а фактически это уже тот буфер, который до этого, скажем так, американский рынок поддерживал. Естественно, доллар в этой ситуации начинает расти. Облигации, естественно, тоже начинают повышаться в своей доходности. Ставки, естественно, выходят на максимум, а нефть за счет этого будет давиться за счет именно процессов, которые создают эти ставки именно рецессионные. Поэтому в связи с этим, конечно, наверняка мы ждем протоколы ФРС, которые выйдут, скорее всего, более ястребиные, может быть даже не 0,25 базисных пунктов, а 0,50, что в принципе уже и закладываются уже непосредственно теми же спекулянтами по валюте, да. Еще раз напоминаю, по России все, больше поддержки, господа, мы не получим. Несмотря на то, что там у нас даже, вот давайте вспомним, когда у нас идут продажи по НДПИ, да. Смотрите, в феврале это 28 число, вот, 28 число. И это получается срок уплаты, а непосредственно сдача декларации, она получается 27 числа. То есть осталось на самом деле порядка там 5-6 дней, да, когда уже начнется, как говорится, продажа экспортной выручки. Но мы-то понимаем прекрасно, во-первых, они сейчас не добирают, да, бюджет не добирает сейчас доходов. То есть, соответственно, там сильной продажи как бы больших объемов вряд ли будет предвидеться. Во-вторых, ситуация с повышением ставки, как мы видим, она, естественно, толкает и продолжает толкать выше, соответственно, валюты против рубля. Единственное, что, еще раз говорю, пока я вот, боюсь делать прогнозы там в районе там 76, то есть я как бы понимаю, что скорее всего туда мы и пойдем. И смотрите, на самом деле, я еще раз напоминаю, чисто по Форексу даже, да, мы видим, что все пока находится в рамках, на самом деле, самых высоких значений. При том, что индекс доллара сегодня особо, не сказать, чтобы сильно как-то лютовал, да. Это говорит, естественно, о том, что, скорее всего, подниматься мы можем. Другое дело, где будет все-таки работать у нас бюджетные правила. Вот за это, господа, я пока не поручусь. Есть вероятность, что все-таки до 76 мы дойти можем, особенно если все-таки протоколы ФРС покажут достаточно жесткую политику. И тогда, соответственно, действительно мы можем достигнуть, пробить вот это 75. Пока 75 у нас стоит в виде сопротивления, но которое уже после вот этой коррекции на 74 вполне вырисовывается картина на пробой. Поэтому есть вероятность, что, собственно говоря, по курсу мы встанем выше. Сегодня, кстати, мне в прямом эфире, непосредственно, который проходил у нас на другом канале, от Телеграма как раз, получается, задавали вопрос по поводу покупать ли сейчас валюту, да. Еще раз говорю, мое мнение, с одной стороны, тот фактор, который поддержки рубля, он сейчас как бы устранен, да, то есть все, как бы Путин обратился, а дальше идут все факторы только против рубля. Непосредственно ситуация связана с пакетом санкций, с протоколами ФРС. Это все, естественно, будет только работать против рубля. Но единственное, что еще у нас там будет уже на послезавтра, это вот запасы сырой нефти. Они как бы несколько могут повлиять, но, как мы понимаем, даже если нефть пойдет вверх, ее тут же задавит доллар. Потому что этот механизм у нас работает. Мы с вами уже это обсуждали. Так что здесь ситуация, скорее всего, на продолжение роста. Наиболее вероятный сценарий. Вопрос просто, как будет действовать по отношению к этому сам Центробанк. Будет ли он этот сдерживать курс или нет. Поэтому, господа, на самом деле ситуация сейчас достаточно, скажем так, близка к максимуму. Да? Но если Центробанк противодействовать не будет, то тогда вплоть, естественно, может доллар уйти, давайте вот здесь смотреть, до 76, как я уже говорил, да, евро может уйти в район даже в начале 81, соответственно, потом 82,50, там 60, да, а юань, соответственно, выйти даже за 11 он может тоже выйти, и выйти где-нибудь в район 11.20. Такой тоже вариант как бы не исключаю. Но здесь уже надо будет по-любому закрепляться за 11. Еще раз напоминаю, пока все против рубля. И держаться рублю пока не на чем. Поэтому с одной стороны, по поводу покупки валюты, я бы пока, честно говоря, еще бы подождал, потому что все равно мы близки на хаях. А непосредственно, где все-таки отработает дальше у нас Центробанк,
тоже пока непонятно. У 75 сдерживается, но это до поры до времени. Дальше, соответственно, они могут и дальше отпустить курс. Это мы тоже должны понимать, тем более, как бы, ну, и в той ситуации, когда цены на нефть все-таки держатся в диапазоне и не дают им расти, да, это тоже, как бы, соответственно, экспортерам более выгодно, если все-таки рубль будет ослабевать дальше. Но, с другой стороны, как мы уже говорили, инфляция, да. Инфляция вроде была, кстати, тем же президентом заявлено, что она там порядка там 4%, типа, как бы в целевую вернется и допустимо. Но все равно любые, скажем так, риски повышения инфляции, вот, например, кстати, когда вот выйдут завтра же индекс цен производителя, надо будет внимательно нам посмотреть, насколько там произошел рост инфляции. Это нам даст определенный ориентир, будет ли все-таки попытки сдерживать дальнейший курс или нет. Но, еще раз говорю, пока на данный момент ситуация очень неоднозначная. Пока все против рубля. То есть на данном моменте мы, конечно, больше ждем подъема. Да? Другое дело, просто остановит это Центробанк или нет. Так что покупать опасно, потому что можете оказаться на хаях, потом будет какая-то коррекция. Но с другой стороны, уже сильного какого-то отката ждать тоже не стоит. То есть страшного, скорее всего, как бы сильно там не произойдет. Наоборот, там можно будет, например, там усредниться, кто, например, торгует, да, валютой. И, соответственно, опять в итоге, скажем так, пойти дальше выше, да. Мой совет, на самом деле, да, я уже его как раз давал также во время прямого эфира. Помните вот этот сценарий, смотрите. Вот эти вот свечечки, помните? Они возникали, как правило, в конце недели. То есть проходил конец недели, я, как правило, снимал обзор, там, грубо говоря, воскресенье. Мы видели как раз перед понедельником вот такие были свечки с резким опусканием, да. А потом я вам говорил, что отсюда, как правило, старт, и мы находились еще выше. Вот здесь картина точно такая же. Вот смотрите, опять же, вот она, получается воскресенье. И вот они, понедельник, вторник, пожалуйста, мы ушли опять выше. Поэтому я думаю, что мое мнение, сейчас, пока, по крайней мере, рисуется такая схема, в конце недели, ну, грубо говоря, где-то в районе пятницы, да, потому что, ну, понятно, выходные, наверное, вряд ли кто сможет это сделать. На Форексе, да, там возможно это будет сделать, как раз в районе воскресенья по Форексу. Вот на этих просадках и закупаться. Вот когда он, собственно говоря, будет давать коррекцию вниз. Тут, скорее всего, как раз и работают, собственно говоря, покупатели, которые вначале продавливают, а потом, соответственно, сделают закуп и погнали. После этого они разгоняют цену выше. Поэтому, на самом деле, вот такой сценарий для покупки валюты, по крайней мере, по доллару-рублю, очень вполне себе сейчас выглядит реальной схемой. Вот здесь тоже, кстати, то же самое было. Вот, да, то же самое. Только единственное, что, смотрите, евро все-таки более медленно сейчас начинает подниматься, нежели тот же доллар. Здесь небольшое замедление есть. Вот, господа, собственно говоря, то, что я хотел вам прежде всего рассказать. Еще раз напоминаю, что завтра, естественно, мы ждем протокола ФРС. Весь рынок находится в ожидании. Американский рынок, говорю, тоже он чувствует себя довольно нехорошо. Видите, пробили в итоге 4.20. Есть вероятность еще дальнейшего снижения. Все будет зависеть сейчас от протоколов. Вот. И, естественно, на валюты, то есть буквально там завтрашний день может повлиять достаточно сильной волатильностью. Это надо иметь в виду. Ну и, соответственно, напоминаю, конечно, что в пятницу мы в итоге подведем итоги. Сделаем, естественно, уже выпуск по подведению итогов. И в воскресенье будет новый непосредственно у нас обзор следующей недели. Много еще у нас, скажем так, будет достаточно серьезных событий. По поводу геополитики сейчас начинают добавляться тоже новые факторы. Те же выход там из договора СНВ там, и так далее. Да? Это все, естественно, может привести к ответным реакциям со стороны США, Европы. Мы это все тоже, соответственно, скоро можем, скажем так, начать учитывать в движениях по валюте, потому что ситуация может достаточно быстро накаляться. Это тоже надо иметь в виду. Также напоминаю, естественно, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал, Trader Club, анализ акций, участвуйте в прямых эфирах. Там, соответственно, тоже можете задать вопросы по любым вашим интересующим вас инструментам. Вот. На этом, господа, заканчиваю. Еще раз напоминаю, что на всякий случай, все-таки я всегда сейчас в описании стал оставлять резервный канал на Яндекс.Дзен. Мало ли что случится с YouTube. Все сейчас может быть. Поэтому, если что, на всякий случай подпишитесь, чтобы нас не потерять. А так, естественно, все остается в силе. Этот же канал также будет проработать, функционировать, все как было. Вот. На этом, господа, заканчиваем. Следите за нами и будьте в курсе.